1 ноября – Международный день людей, употребляющих наркотики. Этого дня, конечно же, нет в официальном календаре дат Организации Объединенных Наций или какой-либо страны. В этот день не устраивают праздничных шествий по центральным улицам городов и не показывают по телевидению репортажи. Это и понятно. Принято считать, что люди, употребляющие наркотики, не имеют такого права. Право на День человеческой гордости. За себя и за свою жизнь. Впервые мысль о том, чтобы сделать 1 ноября днем людей, употребляющих наркотики, возникла в Нидерландах в 1995 году. Идея принадлежит двум самоорганизациям людей, употребляющих наркотики – LSD и National Interest Group of Drug Users. В этот день люди, употребляющие наркотики, и их организации могли бы встречаться и вдохновлять друг друга на дальнейшие действия. Организация этого дня была практичной и простой. Он должен стать конгрессом для членов сообщества. Они должны учиться друг у друга безопасному употреблению, безопасному сексу, лоббированию и тому, как влиять на политиков. С докладами должны выступать активисты со всей Европы. В мероприятиях могут участвовать даже те, кто не употребляет наркотики. Например, социальные работники из низкопороговых проектов снижения вреда. Кроме того, многие полицейские были заинтересованы в том, чтобы это мероприятие состоялось. Для них этот день был особенным моментом, когда они впервые вступали в позитивный контакт с людьми, употребляющими наркотики. Этот день быстро стал известен во многих странах мира среди местных сообществ. И в 1999 году было решено, что 4-й день людей, употребляющих наркотики, должен стать международным мероприятием. В связи с этим различным активистским группам людей, употребляющих наркотики из разных стран мира, было предложено направить в Амстердам своих представителей. Самоорганизация LSD подала заявку в Министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов и получила дополнительное финансирование для покрытия расходов, связанных с организацией этого мероприятия. В тот год в Нидерланды приехали активисты из 9 стран мира, включая страны бывшего Советского Союза. С тех пор этот день отмечается во многих странах как Международный день людей, употребляющих наркотики. До 2003 года он проходил в Нидерландах как международная конференция и всегда заканчивался большой вечеринкой. Во время конференции и, конечно, во время вечеринки людям разрешалось принимать свои любимые наркотики и открыто демонстрировать свой привычный образ жизни. Организаторы приглашали несколько дилеров, чтобы они обслуживали участников, предлагая хорошее соотношение цены и качества. Для тех, кто хотел употреблять вещества инъекционно, для этого была организована специальная комната с врачом. А для тех, кто хотел курить, например, крэк, было разрешено делать это в пленарной комнате, где работали медсестры. За все время проведения конференции не было ни одного несчастного случая или смертельной передозировки. За годы проведения Международного дня людей, употребляющих наркотики в Нидерландах, приняли участие активисты из 24 стран. Для некоторых из них было шоком видеть, насколько открытым и мирным это может быть. Полицейские ходили вокруг, разговаривали с людьми, употребляющими наркотики, медсестрами, дилерами, социальными работниками. Наркотики воспринимались как факт, и с этим фактом нужно было мириться. Как и с людьми, употребляющими наркотики. Действительно, это был праздник сообщества и тех, кто к нему близок. После 2003 года Международный день людей, употребляющих наркотики, стал отмечаться локально в странах, где 1 ноября устраивались разнообразные мероприятия. Сегодня это день празднования своих достижений сообществами во многих странах мира. И одновременно это понимание того, что работа по защите своей жизни сегодня имеет еще большую важность, чем когда-либо. Считается, что у человека, употребляющего наркотики, нет других проблем, кроме как бросить вещества. Но это не так. Хотя употребление наркотиков широко распространено и не связано с насилием, главный подход со стороны правительств по всему миру – это по-прежнему уголовное преследование и наказание.
Стигматизация людей, употребляющих наркотики со стороны общества, доводит до своего логического конца государственную криминализацию, дискриминацию и социальное отчуждение. Помимо вопросов реабилитации и полицейского произвола, люди сталкиваются с отсутствием доступа к опиоидной заместительной терапии, к лечению гепатита С и ВИЧ и со многими другими проблемами. Все эти вопросы должен решать не кто-то со стороны, а сами люди, употребляющие наркотики. 1 ноября 2024 года отмечается уже 16-й по счету Международный день людей, употребляющих наркотики. В этом году сообщества во всем мире и в каждой стране по отдельности снова объединяются, чтобы заявить о своих правах. И страны региона Восточной Европы и Центральной Азии здесь не исключение. В 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Одной из причин этой войны является имперское желание России навязать свои ценности, в том числе и в отношении ОЗТ, соседним независимым странам. В Казахстане программа заместительной терапии находится на грани закрытия. В Грузии и Кыргызстане Россия навязывает усиление криминализации людей, употребляющих наркотики. Эти и многие другие события в нашем регионе действуют разрушительным образом на сообщество людей, употребляющих наркотики, и на каждого человека в отдельности. И все же, несмотря на все эти проблемы, которые в 2024 году занимают центральное место в жизни людей, употребляющих наркотики, 1 ноября – это день радости. Международный день людей, употребляющих наркотики, служит напоминанием о том, что наша жизнь гораздо более значима, чем окружающие нас проблемы. 1 ноября – это светлое, а не мрачное событие, основанное на надежде, а не на страхе. В этом году тема Международного дня – это выбор и ощущение связи с миллионами людей, употребляющими наркотики по всему миру. Само по себе употребление наркотиков не делает людей ни больными, ни эгоистичными, ни злыми, ни подлыми, ни беспомощными. Однако наркополитика и законы по всему миру продолжают сводить их жизни к заранее заготовленным стереотипам. Преступники или больные. Девиз Международного дня этого года, сформулированный международной сетью людей, употребляющих наркотики «Input», употребление наркотиков – наш выбор, воздержание – наш выбор, запрет – нет выбора. В этот день Input призывает к борьбе со стереотипами путем признания своей уникальности и разнообразия сообщества людей, употребляющих наркотики. 1 ноября – это напоминание о свободе каждого человека делать собственные жизненные выборы и воспринимать себя иначе, чем это делают политики и общество.